Добрый день! Сегодня будем рассматривать узор для кардигана. Раппорт узора 12 петель на 7 рядов. Для примера нам надо набрать 37 петель плюс 3 петли подъема. Держим эту петельку, 3 петли подъема и провязываем до конца. Заходим в четвертую, вот сюда, и провязываем столбиками ряд. Провязываем ряд столбиками с столбик с накидом до конца ряда. Вот так. Довязали до конца. У нас последние петельки. Столбиками с накидом вяжем. Это у нас будет как резиночка, вместо резиночки. Провязали до конца. Набираем 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Набираю и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот так. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И входим сюда и провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля. И еще в ту же точку 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 петли. Заходим в четвертую и провязываем 5 столбиков с накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 3 столбика. Заходим в четвертую и провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля и еще 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Пропускаем 3 столбика, заходим в четвертый и провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля и 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. Заходим в четвертый и провязываем последние полустолбики. У нас получилось тут 2 полустолбика, 2 столбика с накидом, и в край мы всегда провязываем столбик с накидом. Первый ряд связан. 3 воздушные петли. Поворачиваем работу и вяжем по рисунку. У нас тут получается 2 столбика с накидом.
Заходим вот в эту арочку между 4 столбиками. Провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля и 4, еще 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Повторяем тот же самый рисунок, что мы вязали до этого. Провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в арочку между элементами. Провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля и еще 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в арочку, провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля и еще 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. И провязываем до конца оставшиеся столбики с накидом. 1, 2, 3. 3 столбика. И входим в край вот сюда вот столбиком с накидом. Для чего? Для выравнивания края. Второй ряд связан. Набираем 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Провязываем по рисунку 3 столбика с накидом. У нас вот они. 2, 3. Набираем 4 воздушные петли. Присоединяемся вот сюда между соединительным столбиком. 4 воздушные петли. Провязываем 5 столбиков по рисунку с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 4 воздушные петли. Заходим между столбиками, полустолбиками, соединительным столбиком. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 4 воздушные петли. Заходим между столбиками, полустолбиками, соединительным столбиком. 4 воздушные петли. И провязываем до конца по рисунку столбики с накидом. 1, 2. И в край мы провязываем 1 столбик с накидом. Для чего? Правильно, для выравнивания края. Третий ряд связан.
Теперь 3 воздушные петли подъема. Почему? Потому что у нас правильно столбики с накидом. Вот из этой точки вот нам надо провязать 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Дальше мы провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2. Сюда вот, где у нас был столбик, провязываем 3 столбик, чтобы их зафиксировать, эти полустолбики, чтобы они, столбики с накидом, чтобы они у нас не болтались. Вот так. Они потом подтянутся и будет красивый, шикарный рисунок. Теперь вот где у нас были 5 столбиков, мы в серединку, в третий заходим и провязываем 4 полустолбика. 2, 3, 4. Одна воздушная петля и еще 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Заходим в арочку, провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Столбик соединительный предыдущего ряда, 3 столбик. И в арочку 2 столбика с накидом. Заходим в третий столбик предыдущего ряда и провязываем 4 столбика полустолбика. 2, 3, 4. Одна воздушная петля и еще 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Заходим в арочку, провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Соединительный столбик предыдущего ряда провязываем 3 столбик с накидом и в арочку провязываем 2 столбика с накидом. Вот так вот. Заходим в третий столбик, вот как здесь вот, и провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля и в край 1 столбик. Для чего? Правильно, для выравнивания края. У нас пошел вот этот рисунок, теперь вот здесь. И так будет в шахматном порядке. Мы набираем 3 воздушные петли, поворачиваем работу, вяжем вот сюда вот в арочку, у нас получается 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. 4. Теперь провязываем 5 столбиков с накидом предыдущего ряда, столбик в столбик. 2, 3, 4, 5. Заходим в арочку между 4 полустолбиками, провязываем 4 полустолбика. 2, 3, 4. Одна воздушная петля и еще 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4.
Простите меня, пожалуйста, у меня закончилась нитка, буду вязать другой. Провязываю 5 столбиков с накидом по рисунку. 3, 4, 5. Заходим в арочку, провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля между ними и еще 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Провязываем 5 столбиков с накидом с предыдущего ряда. 1 столбик, столбик, 2, 3, 4, 5. И в край у нас вот здесь вот мы провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля и еще один столбик с накидом. Для чего? Правильно, для выравнивания края. Нитка закончилась, просто поменяла. Теперь 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Сюда мы, значит, присоединяемся соединительным столбиком. Как бы это было вот здесь. Да? Провязываем еще 4 воздушные петли. Провязываем 5 столбиков с накидом. 1. Все по рисунку. 2, 3, 4, 5. 4 воздушные петли. Заходим между, присоединяемся соединительным столбиком. 4 воздушные петли. Провязываем 5 столбиков с накидом согласно рисунка. Не схемы, а рисунка. Схема будет ВКонтакте и в Одноклассниках. Вот так, да? 4 воздушные петли. Заходим между арочками соединительным столбиком. 4 воздушные петли. Провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 4 воздушные петли. И заходим вот сюда, в край, соединительным столбиком. И все. Это раппорт узора. Следующий ряд повторяется со второго ряда. Значит, 3 воздушные петли. Поворачиваем работу и провязываем вот эти 3 столбика с накидом. И включайте видео сначала. И тут будет второй раппорт узора. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. А пока-пока.